Итак, упражнения для настройки себя на публичную коммуникацию. Упражнения актерские, упражнения телесно-энергетические. Упражнения очень для меня важные. Я их люблю, надеюсь, что их полюбите и вы. Первое – заземление. Стою, стопы параллельно, стопы чуть шире плеч, колени мягкие, таз чуть-чуть подвернут, лопатки стремятся к полу, шея удлинилась, челюсть отвалилась, живот не держим. И ощущаем, как тяжесть рук и вообще вся тяжесть в теле уходит в землю. Буквально несколько секунд такого ощущения уже меняют наше состояние, а тем более несколько десятков секунд или пара минут. Появляется ощущение, что крепкие сильные ноги нас устойчиво держат на земле, а при этом земля также нас устойчиво держит и дает энергию. То есть и мы держим ногами землю, и земля нас над собой держит. Мы не прилагаем лишних усилий для того, чтобы из нее вырасти. У нас расслабляются постуральные мышцы. Следующее упражнение. Представим себе теплый центр в центре живота. Просто представим себе сгусток тепла и энергии. И начнем постепенно это тепло распространять по телу. Как будто бы оно проходит по костям, доходит по спине, по шее, в голову, потом идет по плечам в руки, потом ниже, потом обратно в ноги, и так доходит до стоп. И вот все наше тело теплое, достаточно легко ощутить, и мы прогреваем пространство вокруг себя, ощущаем, что пространство стало намного более комфортным для нас, намного более мирным и контактным. Следующее упражнение – лучи. Известное упражнение из практики актера Михаила Чехова и так далее. Давайте его сделаем в неком специальном варианте. Ноги у нас стоят широко, руки у нас раскрыты. Вот моя ладонь смотрит вперед. Я представляю себе лучи, которые выходят из моего центра. Яркие, сильные, очень длинные лучи. Один идет к центру Земли, другой идет сквозь потолок к небу. Еще один луч идет вперед, он яркий, он бесконечный. Еще один луч идет назад, он яркий, он бесконечный. Бесконечный луч влево, бесконечный луч вправо. И вот мое самочувствие между небом и землей, между прошлым и будущим, между одной и другой возможностью. Самочувствие человека между небом и землей, между прошлым и будущим в ситуации выбора. И я открываю глаза. Открываю глаза, активно смотрю вперед, растягиваю себя за руки в стороны и обращаю внимание на то, насколько сильным, ясным становится мой взгляд. Он ничего не боится. Я как будто бы захватил своим вниманием, своими лучами всю комнату и все пространство. Теперь обычная актерская разминка. Растираем руки, растираем тело. И немножко попрыгали в воздухе. Потрясли руками. Мы прогрелись и вновь вернулись. Лучи и заземление. И теперь 3 простые дыхательные техники. Первое – это дыхание животом и длинный выдох на звук «С». Это ваю-пранаяма, которая к нам пришла из йоги. Свободно дышу животом через нос или через рот, неважно сейчас. И делаю длинный выдох на звук «С». Стараюсь на этом задержанном выдохе расширить зону своего внимания. Мне очень важно, чтобы мой взгляд устремлялся куда-то подальше, не залезать вниманием в себя. Вообще этого не нужно делать. И следующий вариант – то же самое со скруткой корпуса. Вдох.
Поделав несколько раз эти упражнения, мы можем сделать еще такой вариант. Это из системы освобождения природного голоса. Называется он там «Вздох облегчения». Было тяжело, а стало легко. Да? Что дает нам такой легкий вздох? Он убирает автоматизм, то есть некий бессознательно производимый ряд действий, который связан со страхом. Известная история про «бей, беги, замри», да, то есть мы вот оцениваем обстановку, либо мы будем бить, либо мы будем бежать, либо мы будем замирать. Это то, что делают некие наши атовистические, так сказать, программы, содержащиеся в нашем бессознательном. Так вот, все эти вещи связаны с остановкой дыхания. Сосредоточился, приготовился к чему-то неприятному, да? А когда мы вдыхаем, когда я готов при собеседниках, при камере легко вздохнуть через рот, я сразу убираю у себя всю эту программу подготовки себя к чему-то неприятному. Увидел камеру, увидел людей. Здравствуйте, дорогие товарищи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Таким образом, у меня все время такое легкое дыхание через рот возникает. Оно очень эффективно. Оно наполняет голосовой тракт воздухом. И оно меня расслабляет. Вот это идея вздоха облегчения, как я ее понимаю. И еще одно упражнение дыхательное, которое, мне кажется, вообще очень важным для снятия стресса. Это так называемый четырехугольник. Он тоже пришел из йоги. Единственное, что в йоге это обычно называется квадрат или прямоугольник. Почему, я сейчас расскажу. Мы делаем длинный вдох, несколько секунд. Длинную задержку после вдоха с воздухом. Затем длинный выдох. И длинную задержку без воздуха. Вот в йоге эти вещи, они выравниваются по счету. То есть, например, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд. А здесь я предлагаю этот четырехугольник делать таким, как он для вас удобен, потому что цель наша не просто что-то натренировать, а убрать все негативные эмоции, все беспокойство из психики. И это достаточно легко с помощью этой практики удается сделать. Давайте вместе попробуем подышать. Длинный вдох. Сейчас была задержка. Выдох. Задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. И вы обратите внимание, что действительно исчезают какие-то дискомфортные стрессовые мысли, исчезает само состояние стресса. Состояние стресса, как правило, связано с ощущениями, что вам не хватает на что-то времени, что какие-то события нужно приблизить или наоборот что-то неприятное убрать. Вот в этом упражнении очень важно свое внимание направлять вовне. Да? То есть не пытаться залезть вниманием в себя, наоборот быть с окружающей реальностью. И вы почувствуете, что вам с реальностью стало хорошо. И завершаем мы эту тренировку опять лучами. Спасибо за внимание. Ах нет, последнее упражнение. Часто нам тренеры любят говорить про закрытый и открытый жест, не совсем точно объясняя, почему это так важно. Закрытый жест – это, безусловно, сигнал для ваших собеседников, что что-то с вами не так, что что-то вот вас сверлит, мучает, да? Что как-то вы к собеседнику не расположены. Открытый жест, наоборот, это язык благих намерений. Вот я хороший парень,
Я к вам пришел, руки не прячу. Но это все-таки не единственное свойство жеста. Дело в том, что жест, он у нас, как мне представляется, также связан с той системой, которая регулирует наше «бей, беги». То есть вот все эти состояния закрытости, обороны, они связаны с желанием защищаться. А открытость связана с готовностью контактировать, общаться. Да? Ведь мы, когда общаемся, в принципе, мы уже, по крайней мере, никого физически уничтожать не будем. Таким образом, переходя от закрытого жеста, вот к этому стремлению свернуть грудную клетку, свернуть плечи, превратиться в комок, к ощущению «я открываюсь», «я в безопасности», мы подаем своей же психике сигнал, что, дорогая психика, все нормально, бить здесь не будут. Простое упражнение. Представьте себе, что у вас здесь прожектор, которым вы светите на аудиторию. Вот он здесь, вот его луч. И вот я сейчас руками окошко для этого прожектора перекрыл. Мне тяжело будет вот так с людьми общаться. А вот так я вдохнул и открыл. Еще раз попробуем. Окошко закрыто. Вдох. Всем привет, окошко мое открыто. Попробуйте, и вы обнаружите, как переход от закрытости к открытости, переход физический, меняет ваше душевное состояние и ваше настроение. На этом, пожалуй, все. Отпишитесь, какой будет результат.